Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Easy Learning. Меня зовут Аида. Мы продолжаем нашу серию подкастов о русском языке и о России. Сегодня у нас с Франческо Бруно очень интересная тема. Мы будем говорить о том, с чего начать изучение языка, как правильно построить план и как выбрать идеального преподавателя. Если вам интересна эта тема, продолжайте нас слушать. Привет, Франческо! Как дела? Как настроение? Рассказывай. Привет, Аида! Добрый день всем! У меня дела прекрасно, хотя на днях мне стало немножко плохо, но сейчас, как говорится, чувствую себя как огурчиком. Настроение боевое, как всегда, и готов к тому, чтобы приступить к новому подкасту. Отлично, Франческо! Сегодня я хочу поговорить с тобой об изучении языков. И мой первый вопрос – с чего начать изучение языка? Расскажи о своем опыте. Вот это очень хороший вопрос. С чего начать изучение языка? Потому что мы в предыдущих подкастах говорили о том, что надо иметь конкретную цель, что надо знать, зачем начать учить какой-то определенный язык. Сейчас я хочу вам дать какие-то фишечки, скажем так, какие-то типы, советы более конкретные для того, чтобы подойти к изучению иностранного языка. По крайней мере, советы, которые зиждятся на моем личном опыте, да, в этой области. С чего я начинаю? Как я приступаю к изучению нового языка? Использую, как я уже говорил, HelloTalk. Это очень хорошее приложение, и начинаю просто рандом, да, находить, искать людей, с которыми я могу завязать разговорчик. Людей, которые, конечно, хотят учить мой родной язык, которые даже вначале я советую найти людей, которые знают твой родной язык очень хорошо. Таким образом, человек может, особенно когда человек открытый, раскрепощенный, общительный, может перевести все то, что тебе неизвестно, непонятно. По крайней мере, все базовые слова, фразочки, которые надо учить и надо применить при первом знакомстве и при первом общении. Поэтому скачать приложение и просто покентовать, как говорится, если мы хотим использовать другое разговорное слово, то есть подружить с людьми. Потом я беру тетрадь, покупаю тетрадь. У меня одна тетрадь по каждому языку, и в этой тетради я буду записывать все слова, которые я буду учить, где я буду слышать эти слова. Либо когда я смотрю какие-то видео на YouTube, либо общаюсь с носителями. И потом третий совет – это использовать Assimil. Assimil – это бомба. Ребята, это пушка, это реально круто, это реально тема. Почему? Потому что, как я уже объяснял, вы можете учить язык как дети, как делают дети, да, с простых слов, с простых фраз, которые вы немедленно можете применить, особенно в этом приложении, которое я вас искренне рекомендую, HelloTalk. И то, что я делаю, это попробовать, насколько это странно, ошибаться как можно больше. Почему, ребята? Потому что, когда вы ошибаетесь, вы можете научиться, вы можете обучиться. Вот. И что я делаю каждый раз, когда я допускаю ошибку? Я переписываю эту ошибку в тетради, обсуждаю, конечно, эту ошибку с человеком, который мне помогает, с носителем, который решил мне помочь, да, в изучении этого языка, и он мне объясняет, как надо использовать это слово или эту фразу, как исправить эту ошибку, и записываю все в тетради и пишу рядом разные примеры.
чтобы я понял, как употребить это слово, эту фразу, это выражение в контексте, и таким образом в следующий раз не буду ошибаться. Франческо, я согласна с тобой на 100%. Ни в коем случае нельзя бояться ошибок, потому что на ошибках мы учимся. И второй момент, обязательно, начиная с самых первых уроков, нужно говорить на том языке, который ты изучаешь. Пусть это будут простые фразы, но их нужно обязательно выводить в речь. Нужно говорить, иначе они так и останутся в пассиве. Пока я говорила это, у меня возник еще один вопрос. Скажи, как составить свой план изучения языка и на что нужно обратить внимание? Насчет этого вопроса, как составить свой план, я могу ответить так, что у каждого человека есть, конечно, свой метод, да, и свои подходы к изучению иностранного языка. Почему? Потому что мы все воспринимаем информацию по-другому. Да? Мы учимся по-другому, мы впитываем новую информацию по-другому. И, конечно, нам нельзя заставлять себя делать что-то, что на самом деле мы не хотим. Как составить конкретно план? Это хороший вопрос. Конечно, то, что как мне помогло, это допускать очень много ошибок. Я постоянно поменял свой план, я постоянно менял, можно сказать, свой метод. Почему? Потому что через ошибки я понял, что что было лучше для меня и что не работало для меня. Поэтому то, что я могу советовать, это когда вы только что начинаете учить иностранный язык, это попробовать, экспериментировать, рисковать и сделать это как можно больше, ошибаться как можно больше. Ребята, ошибаться, если вы осознанно будете ошибаться, будете понимать особенно, будете понимать, почему вы ошиблись, я могу гарантировать, что это вам поможет. Это вам поможет и особенно составить план, который с вами сработает. Поэтому то, что, например, я делаю, это учите 3 языка каждый день, особенно в моем случае. Мой план должен быть, конечно, хороший, качественный. Почему? Потому что я изучаю не 3 языка, не 4 языка, а не 5 языков, а изучаю 12 языков. И, конечно, это довольно сложно, потому что каждый день я что-то должен делать. Я знаю, какие определенные языки изучаю, какие определенные слова изучаю. Поэтому мой план состоит из 3 языков каждый день. Беру тетрадь, повторяю те слова, которые, например, я на днях выучил. У меня созвон. Конечно, не насильно, да, и таким образом я улучшаюсь. Каждый день, изо дня в день я вижу хороший результат. Можно я подведу итог и скажу, что план не должен и не может быть одним для всех. Для кого-то этот план работает, а для кого-то он не работает. Но что важно? Важно сделать изучение языка своей привычкой. Не нужно ставить перед собой какие-то недостижимые цели. Идите медленно, но постоянно. Если вам нравится читать, читайте. Если вам нравится слушать, слушайте. Сделайте изучение языка комфортным и интересным для себя. Франческо, а на что стоит обратить внимание, когда ты составляешь свой план изучения языка? Вот какие-то особенности есть? На что надо обратить внимание, это тоже прекрасный вопрос. И я хочу сделать такое сравнение. Хочу сравнить изучение иностранного языка с творческой картинкой. Что мы делаем, когда мы любуемся прекрасным пейзажем или прекрасной картинкой? Мы обращаем внимание на подробности. Да? Особенно те люди, которые более щепетильно смотрят, которые более
можно педантичнее, скажем так, да, не смотрят на детали, на маленькие подробности. Точно так же мы должны сделать насчет изучения иностранного языка. Поэтому наши планы надо постоянно улучшить. Мы должны почти придираться к нашему плану для того, чтобы довести его до совершенства. Вот наша цель, которую мы должны добиться. У меня возник еще один интересный вопрос. Хочу задать его тебе. Мне очень интересно узнать твое мнение. Говорят, что языки лучше изучать в молодом возрасте. Ты с этим согласен? Насчет этого вопроса могу сказать, что частично я согласен, потому что не случайно говорят, что дети выпитывают информацию как губка. Почему так? Потому что у них мозг очень эластичный. Поэтому они получают информацию и сразу они могут сохранить ее. Но есть, конечно, плюс, да, в том, чтобы учить язык, когда человек уже взрослый, в взрослом возрасте. Почему? Потому что когда мы взрослые, мы можем относиться, можем учить, можем относиться, да, к изучению иностранного языка, можем учить язык более осознанно. Мы составляем план, мы знаем, почему мы это делаем. А когда мы дети, мы просто это делаем, потому что нам нравится. Мы не видим, скажем так, никакой причины, мы более, можно сказать, легкомысленно, да. Мы даже учимся автоматически, мы даже не знаем почему. А когда мы взрослые, мы можем, как я говорил раньше, мы составляем план. Поэтому я согласен, что когда ты молодой, ты можешь учить с легкостью язык, но не значит, что когда тебе больше, чем 50 лет, или даже 60 лет, тебе не дано учить иностранный язык. Все можно. Конечно, наверное, у тебя не будет той памяти, да, которая у тебя была, когда тебе было 10 лет, 9 лет, или 12, или 15 лет, но ты человек, да, который, наверное, ты меня слушаешь, да, через этот подкаст, и человека, и, наверное, если тебе больше, чем 50 лет, ты хочешь учить иностранный язык, я хочу тебе сказать, что это возможно, что ты можешь это, что ты можешь осуществить эту цель, если, конечно, это важно, конечно, для тебя. Ты больше осознанно можешь относиться к изучению иностранного языка, и даже если ты будешь тратить больше времени, у тебя будет хороший плюс. Франческа, я согласна с тобой. Да, действительно, в молодом возрасте память более гибкая. Ты можешь запомнить больше информации. Но в возрасте 40, 50, 60, 70 лет ты более осознан. Ты понимаешь, зачем ты это делаешь. У тебя есть мотивация, у тебя есть цель, и это то, что даст тебе хороший результат. Поэтому я думаю, что изучение языков возможно в абсолютно любом возрасте. Главное здесь мотивация, главное здесь дисциплина. Я получила еще один интересный вопрос и хочу задать его тебе. Как ты думаешь, какова роль преподавателя в изучении языка? Вот это, конечно, очень важный вопрос, очень интересный вопрос. Роль преподавателя. И этот вопрос для меня очень важный. Почему? Потому что для меня преподаватель должен вдохновить. Вот Аида, например, да, я не говорю это, потому что ты, конечно, с тобой делаешь вот такие подкасты, ты мне дала такую возможность, прекрасную возможность, но ты для меня идеальная преподавательница. Почему? Потому что через твои видео ты модная, и через твои видео ты вдохновляешь студентов. То есть с тобой невозможно, чтобы студенты не влюбились в русский язык. И я это тебе не скажу, потому что
я с тобой сотрудничаю, потому что я был на твоем канале и так далее, и так далее. Нет, потому что это реально так. И преподаватель для меня должен точно так же сделать, то есть вдохновить студентов. Я хочу обратить внимание, что сегодня в школе много преподавателей, да, к сожалению, заставляют студентов учить языки как поэзия, то есть наизусть, а это не полезно. Как, например, в школе, я помню, моя преподавательница, бывшая преподавательница по английскому языку, меня заставляли, или нас, да, бедных студентов, нас заставляли учить вызубрить 15-20 фраз каждый раз, да, на каждой лекции. Это вообще не полезно, потому что таким образом студенты не учатся, не улучшаются, не видят хороших результатов, и поэтому станет думать, что изучение языка это не для него, и язык учить очень трудно. Но это, конечно, не так. Как я рассказывал, я ненавидел английский язык, потому что моя преподавательница английского языка мне не давала читать, думала, что я не был склонен к изучению языка. Я об этом уже рассказывал. Если вы что-то, наверное, пропустили, вам советую отмотаться назад и послушать те подкасты, которые мы с Аидой уже сделали. Вот, и потом я нашел, можно сказать, своего спасителя. Да? Почему спасителю? Потому что я начал проходить частные уроки и встретил преподавателя, итальянец был, который много лет прожил в Англии. И с ним я развлекался. Я учил английский язык очень хорошо. Мы пели. Даже танцевали, не учили грамматику, просто разговаривали. С ним было очень забавно и интересно. И за 2 недели я увидел такой прогресс, который я никогда не видел. Я очень сильно и резко, можно сказать, спрогрессировал. И этим очень сильно горжусь. Поэтому я тут что хочу сказать вам, это особенно вам, преподавателям, это языку учить нельзя, это невозможно. То, что можно попробовать сделать, это дать какой-то инсайт, дать какой-то input студентам, чтобы они стали учить язык самодостаточно, самостоятельно, чтобы они вернулись домой и стали учить языки, как они предпочитают. Даже мотивировать нельзя. Я думаю, что это ошибочно. Почему? Потому что если ты мотивируешь человека учить 5 слов каждый день, как, например, я делаю, потом надо его мотивировать, чтобы он созвонился с разными носителями. А потом надо еще его мотивировать. То есть надо постоянно следить за ним, как маленький ребенок. Так нельзя. Есть такая фраза, которая мне очень нравится. Если ты будешь ловить рыбу за кого-то, ты можешь накормить только на день этого человека. А если ты учишь этого человека, как ловить рыбу, вот ты будешь кормить этого человека на всю жизнь. Вот это что надо сделать насчет изучения иностранного языка. Надо дать какой-то инсайт, надо попробовать заставить человека понять, что можно сделать через знание этого языка, посредством этого языка, что можно, чего можно добиться, дать какое-то видение знания языка. Смотри, Франческо, через английский язык можно путешествовать, можно познакомиться с разными культурами, с разными людьми. Вот. А не вызубрить всякие фразы, слова, которые даже студент не понимает, как применять на практике. Это неверный поступок. Хорошо. А зависит ли скорость прогресса в изучении языка от преподавателя? Или все-таки в большей степени это зависит от студента? Насчет этого вопроса, скорость прогресса,
Я хочу сказать, что это зависит, конечно, от студента. Ну, как я сказал, преподаватель может дать какой-то инсайт, да? Но по большому счету большинство работы студент должен выполнить, да, когда не в школе, потому что в школе, как я говорю, он получает просто какой-то инсайт, да, а дома потом самостоятельно он улучшается, он работает, он решает, как составить свой план. Вот. Сейчас возвращаемся немножко к предыдущим пунктам, да, предыдущим вопросам, о которых мы говорили. Поэтому все зависит, конечно, от человека, потому что я могу учить свои языки помедленнее, чем другие языки, чем другие люди, и у каждого есть своя скорость. У каждого свой план, у каждого своя манера изучения и запоминания слов. Поэтому, конечно, спешить в изучении языков не советуется. Нельзя никого подгонять, нельзя понукать никого, потому что у каждого человека свой темп. Франческо, спасибо огромное за твои советы и рекомендации. Я думаю, что эта информация будет полезна тем, кто изучает иностранные языки. Я была очень рада тебя слышать, как всегда. И до новых встреч, услышимся. Спасибо тебе большое, Аида, за такой прекрасный подкаст. Наверное, это один из самых интересных подкастов, которые мы сделали до этого времени, поэтому до следующего подкаста. Пока.